Привет, друзья, Миран на связи. В эфире новый выпуск ежемесячной ветки Metal Music Madness, и сегодня мы будем говорить о резонансных апрельских релизах. И начнем мы, пожалуй, с наиболее часто мелькающей в последнее время в интернетах работы шведской депрессив джаз группы Shining под названием Everyone, Everything, Everywhere Ends. С термином депрессив джаз я, конечно, погорячился, но в этом тоже есть доля здравого смысла. Shining — это давно уже не black metal и даже не депрессив black. Это смесь, причем смесь весьма интересная, из блэка, депрессив-рока и уж, извините, современного джаза. На последних альбомах баланс между этими тегами постоянно смещается. На каких-то треках могут превалировать каноничные блэковые рифы, а где-то они лишь оттеняют атмосферные акустические партии с чуть ли не блюзовыми соляками. А что же на последнем альбоме? В принципе, то же самое, но даже в рамках привычного концепта надо было удивить, а тут как-то не удалось. При прослушивании этого альбома мне всегда вспоминается одна детская песенка. Я водяной, я водяной. Альбом-то сам по себе небольшой, но партии на нем звучат как-то растянуто. Если это блэковый риф, то он повторяется овер дофига раз. Если это диссонансная акустическая вставка, то практически отсутствуют контрастные соляки. Например, на предыдущем альбоме с минималистичным галстуком на обложке все было иначе. Однако контраст в виде вокала Кварфорта прекрасно делает свое дело. Shining остается Shining, и я допускаю, что все мои недовольства являются результатом обманутых ожиданий. После Redefining Darkness со странной обложкой и отсутствием порядкового номера был анонсирован 9-й альбом «Внезапное возвращение к римским цифрам», и я думал, будет такой клевый камбэк. Кварфорт ведь известный затейник и любитель удивлять. Но и для меня нашлось ништяков. Everyone, Everything, Everywhere Ends — это первый полновес Shining с Райнером Туамиканто за барабанами. Кто это? Это же последний ударник Хьюз. Я, наверное, всех уже достал тут. Второй наш сегодняшний релиз — жанровая премьера на Metal Music Madness. Такого тут еще не было. Новый альбом атмосферик блэкового ambient one-man band проекта Lustre под названием Blossom. Люстра — это уникальный случай, когда наши обычные аудиопревьюшки с одной стороны абсолютно не передадут нужную атмосферу, а с другой покажут все многообразие материала. Автора проекта, 28-летнего шведского музыканта Хенрика Сандинга, можно назвать королем реприз. Однако в рамках данного направления он прекрасно справляется с минимализмом, и большинство его работ интересно послушать. И новый альбом Blossom в том числе. Задавленные гитары, знакомые барабанные сэмплы, мощные подклады и фирменные ведущие синты. Все просто, но красиво. Кто-то говорит, что люстра впала в порочный круг копипасты. Но по мне так уж лучше такая копипаста, чем внезапное разнообразие типа первой части эпишки of Strange and Solace, которая совсем не в кассу со своими быстрыми партиями.
Тем более, что Blossom зазвучал. Альбом сведен так, что ритм-секция чувствуется. Теперь уже практически любой человек сможет отличить вокал от радиопомех. В общем, ознакомиться определенно стоит. Если кто-то еще не успел вкиснуть в люстру разок-другой, Blossom — отличный вариант, чтобы это попробовать. А третьим альбомом давайте рассмотрим что-то более традиционное. Но и атмосферную составляющую не будем отбрасывать. В апреле, например, вышел отличный дебютник The Malefic Miasma у шведской мелодик блэк группы Aegis. Группа Aegis выпустила 3 сингла с дебютника в 2011 году, и вот только-только вышел полновес. Да, что-то недолго тянули. Но им можно простить, альбом получился клевым. В данном случае приставка «мелодик» перед Black появилась не потому, что в музыке не хватает гипотетической злобы и полноаккордных рифов по малым секундам. Здесь мелодичность, выраженная и тремоло партиями, и клавишными, и чистым вокалом, ни в коей мере не идет во вред злобе и атмосферности. Хоть в музыке Aegis и присутствуют клавишные партии, их все же с натяжкой можно назвать симфоблэком. Но лучше вообще так не называть. Хотя их музло, я думаю, понравится любителям Карах Ангрен. Группы схожи некоторым строением гитарных рифов и своей эпичностью. Справедливо заметить, что The Malefic Miasma — это не какой-то инновационный альбом. Хотя такое грамотное вкрапление акустических партий и чистого вокала определенно не повседневность. Это просто хороший, качественно сделанный и разнообразный альбом. Всем советую. И что мы имеем в итоге? Средний Shining, неплохо люстры, не отличненько Aegis. Но если вы сомневаетесь в объективности и взвешенности такой подробной итоговой оценки, пишите свое мнение в комментариях, и мы это дело обсудим. А еще у меня есть отличная новость. 13 июня мы будем снимать MMM Live на московском концерте группы Gojira, которые уже становились героями Metal Music Madness. Так что готовьтесь, покупайте билеты, встретимся с вами в клубе Вольта. Поговорим и послушаем отличное музло. Ну и ставьте лайки, если вам было интересно, подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео в социальных сетях. С вами был Миран. До связи!